Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодняшнее видео я записываю для вас в канун Рождества, чтобы рассказать вам о рождественских и новогодних традициях во Франции. Нужно сказать, что Рождество и Новый год – это самые любимые праздники французов. Это и не удивительно, ведь и взрослые, и дети хотят хотя бы немножечко прикоснуться к сказке. Начинают подготовку к праздникам уже в середине октября. С этого времени в магазинах продают елочные украшения, новогодний декор, елки и все, что нужно для Нового года и Рождества. Уже с конца ноября в маленьких и больших городах на центральной площади ставят елку, открывают рождественские ярмарки, детские аттракционы, фотозоны, где можно сфотографироваться с Санта-Клаусом, а также вечерами звучат рождественские мелодии, что делает новогоднюю атмосферу приятной и поднимает всем настроение. Как же все-таки встречают Рождество французы? Многие французы устанавливают в своем доме аналогичный нашей традиции вертеп, делают его вместе со своими детьми. Также существует традиция собираться за рождественским столом всем вместе, семьей. Присутствуют родители, дети, внуки. Это все традиционно. Наиболее религиозные французы в 12 часов ночи идут в католическую церковь на мессу и уже после мессы садятся за рождественский стол. Какое же меню рождественского стола? Что же они едят? Ну, конечно же, французы в первую очередь очень любят морепродукты. Поэтому на закуску у них морепродукты. Это, конечно, устрицы. Очень любят они всевозможные ракушки. У меня в этот раз морские ракушки, называемые рапанами. Также у них изюминкой стола является фуагра. Фуагра. Я немножко о фуагре расскажу. Фуагра намазывается на ломтик хлеба, желательно черного, и чтобы усилить вкус фуагры, добавляют вот такой вот конфитюрчик. Это луковый конфитюр, но есть еще инжирный конфитюр. И к фуагре, конечно, подают сладкое десертное вино Sauternes. В качестве основного блюда французы делают индейку, фаршированную каштанами. Но вместо индейки иногда они употребляют дичь. Кабан, оленина, может быть, фазан. Очень любят французы и сыры, поэтому на рождественском столе обязательно есть сырная нарезка. Я приобрела сыр с плесенью, очень уж хотелось мне попробовать сыров с плесенью. Нужно сказать, что касается сыров, то французы, что во Франции производится 200 различных видов сыров. Ну и действительно, когда зайдешь в супермаркет, просто глаза разбегаются от большого количества разного вида сыров и не знаешь, что приобрести.
Сыры с плесенью у французов, они тоже в почете. У нас, например, мы сыры с плесенью как-то не очень употребляем, а вот французы едят это с удовольствием. Ну, расскажу немножко о себе. Я очень долгое время тоже опасалась употреблять сыры с плесенью, но все-таки решилась попробовать, и мне, в общем-то, понравилось. На сегодняшнем столе у меня вот сыр с плесенью, с черной плесенью, потому что плесени бывают разные, и черного цвета, и розового, и оранжевого. Это в зависимости от технологии. Вот этот вот черной плесенью сыр, это он покрыт древесным углем. Это специально такая технология. Кстати, сыр козий, из козьего молока, а вот этот вот розовая плесень на сыре, это из коровьего молока. Сыр этот называется Мюнстер, и он довольно вкусный. Но единственный минус сыров с плесенью — это то, что ну, есть, конечно, такой специфический запах, вы знаете, запах нестиранных носков. Но, как сказать, ко всему привыкаешь. Что еще? Также на десерт французы подают вот такое вот интересное полено. В магазинах продают и большого, и маленького размера, но это довольно вкусное блюдо. И существует такая, значит, традиция. Раньше существовала в Средневековье традиция сжигать полено. Французы, ну, люди думали, что если они сжигают полено, то сжигаются все неприятности, уходят все беды, и хозяин дома будет освобожден от любого рода неприятностей. Но эта традиция ушла, так сказать, в небытие, и вместо той традиции появилась другая традиция — готовить вот такое вот полено. Это специальный рулет. Ну, единственное условие, что, естественно, он должен быть в форме полена, и вверху даже присыпают как бы снежком, сахарной пудрой. Также еще любят французы такое вот печенье макарон. Что я вам скажу за это печенье? Оно довольно вкусное, но чтобы его распробовать, одной печенюшки будет недостаточно. И еще хочу сказать несколько слов о встрече Нового года во Франции. В отличие от Рождества, Новый год французы встречают со своими друзьями, в компаниях. Также они могут ходить в кафе, в рестораны. В отличие от Рождества, в Новый год французы не дарят подарков, а дарят в основном деньги. Французы любят послушать президента перед Новым годом, который говорит по телевизору свою речь в 8 часов вечера. Но накрывают стол уже они по-разному, не так, как в Рождество. У них свободный, можно сказать, выбор продуктов. И, конечно же, есть еще одна традиция – поцелуй под амелой. В магазинах Франции продаются такие веточки амелы серебристого и золотого цвета. Когда-то это растение у кельтов символизировало удачу. И сейчас эта традиция поцелуй под амелой еще сохранилась
эту веточку как-то подвязывают под потолок, и она так свисает, и под ней все, кто желает, целуются друг с другом. И особенно это любят делать те, кто на данный момент в паре, да, говорят, что потом у них хорошая совместная жизнь. То есть они женятся и счастливо живут. Ну и еще, конечно, уважаемые мои подписчики и гости моего канала, друзья, в этот прекрасный праздник Нового года и Рождества я хочу вам от всей души пожелать, конечно же, в первую очередь мира. Ну, вне зависимости от того, что мы с вами едим, устрицы, ракушки, шубу или оливье, это мы хотим всегда делать под мирным чистым небом. Поэтому, уважаемые друзья, мира и еще раз мира нам всем на всей нашей планете. И я надеюсь, что в скором времени мир придет и на нашу землю. Мы в это верим, и так оно и будет. Еще хочу пожелать вам, конечно же, здоровья, успеха во всех ваших делах, во всех ваших начинаниях, благословений вам Божьих, мира вашей душе, мира вашему дому, чтобы у вас всегда была в душе и в жизни гармония, чтобы вы были счастливы, здоровы, любимы, долгих лет вам жизни, чтобы вы, уважаемые друзья, еще не раз встречали Новый год, этот прекрасный праздник, который всем нам дарит сказку. Пусть для вас, для всех, все будет сказочно, как Новый год и Рождество. С Новым годом, с 2024 годом, дорогие друзья. До новых встреч на моем канале.